Глава 1531. Таблетка восходящего дракона. 4 демонических зверя ушли, сказав еще несколько слов благодарности. Хань Ли остался в зале, снова призвав деревянную коробку с кровавым абрикосом. Он вытащил плод из коробки, зажав его 2 пальцами, и начал внимательно осматривать. Я искал его в течение долгого времени. Кто бы мог подумать, что он сам окажется у меня на пороге. Теперь я получил еще один ингредиент, необходимый для проявления проекции первозданного истинного дьявола. С помощью духовных растений, которые я нашел в священном городе расы Тянь-Пен, сейчас мне не хватает только легендарной эссенции огненного металла. После того, как я найду ее, я смогу проявить проекцию с помощью кристаллических золотых насекомых. Пробормотал Хань Ли с волнением на лице. Затем он положил плод обратно в деревянную коробку, и она исчезла во вспышке лазурного света. После этого Хань Ли поднялся на ноги и вышел из зала. Несколько мгновений спустя он прибыл в угол сада духовных растений в своей пещерной резиденции. Перед ним росли 72 пышных лазурных бамбука, каждый из которых был около 10 футов высотой и переливался слоем слабого золотого света. Хань Ли некоторое время осматривал эти бамбуковые растения, а затем внезапно протянул руку к ближайшему из них. В тот момент, когда его палец коснулся одного из бамбуковых листьев, раздался громкий удар грома, и из ствола бамбука вырвалась дуга золотой молнии и безжалостно ударила его по тыльной стороне руки. Однако рука Хань Ли мгновенно стала угольно-черной, и дуга золотой молнии была полностью поглощена. Хань Ли, не обращая внимания на все это, закрыл глаза, похоже, пытаясь почувствовать что-то через бамбуковый лист, зажатый между его пальцами. Спустя какое-то время Хань Ли наконец открыл глаза и выпустил бамбуковый лист, но его брови все еще оставались нахмуренными. Этот метод определенно работает, но процесс преобразования, кажется, идет медленнее, чем я ожидал. «Пока что мне лучше заняться другими делами», — пробормотал Хань Ли, погладив себя по подбородку. Из его тела вырвался золотой свет, и он выскочил из сада духовных растений в виде полоски золотого света, быстро исчезнув из поля зрения. Вскоре после этого Хань Ли появился в другом прямоугольном каменном зале. Внутри комнаты по кругу стояло около 8 котлов разного размера, а в центре стояла высокая каменная платформа. На поверхности платформы была большая круглая чаша, плотно закрытая белой нефритовой крышкой, и от крышки исходил слой слабой белой ледяной ци. Крышка была сделана из большого куска высшего льда. На деревянных полках, расставленных по периметру каменного зала, стояли кувшины и флаконы разных размеров, от которых веяло насыщенным лекарственным ароматом. Это была не что иное, как назначенная Хань Ли комната для изготовления таблеток. Во всех банках и флаконах были разные лекарственные материалы, большинство из которых были вполне обычными, но использовались довольно часто и были незаменимы. Хань Ли не собирался прятать их в своем браслете для хранения, поэтому он хранил их все здесь. Осмотрев все котлы, его взгляд остановился на лазурном котле среднего размера. Хань Ли поднял руку и сделал хватательное движение крышки на каменной платформе, и крышка немедленно поднялась в воздух, тяжело рухнув на землю рядом с платформой, указывая на то, что она была довольно тяжелой. Как только крышка слетела, из дыры на каменной платформе вырвалась вспышка багрового пламени, и в каменной комнате мгновенно стало невероятно жарко. Хань Ли без колебаний указал пальцем на лазурный котел, и тот покачнулся, исчезнув на месте. В следующее мгновение котел появился над малиновым пламенем, вращаясь в воздухе, освещенный палящим огнем. Хань Ли, что-то напевая, сделал печать заклинания рукой, бросив ее прямо в лазурный котел. Затем котел начал сжиматься и беспорядочно раздувался, и внезапно рухнул вниз, плотно спустившись в отверстие и скрывая все багровое пламя под ним. Хань Ли выдохнул при виде этого и провел рукой по браслету на запястье, в результате чего браслет вспыхнул лазурным светом, из него появилась нефритовая шкатулка. Он осторожно снял крышку коробки, увидев несколько фиолетовых фруктов, каждый из которых был размером с кулак. Все плоды были округлыми и мягкими и, казалось, были наполнены прозрачным фруктовым соком, источающим особый манящий аромат. У каждого плода была сердцевина в виде очень похожего на жизнь миниатюрного дракона, что создавало завораживающее зрелище. Это были не что иное, как драконьи зайсийские фрукты, которые Хань Ли получил во время своего путешествия на территорию лесного племени. Таблетки восходящего дракона, созданные с использованием этого драгоценного фрукта, были чрезвычайно эффективны для культиваторов на ранней и средней стадиях пространственного закаливания. Хань Ли теперь достиг стадии пространственного закаливания, поэтому он, естественно, собирался начать изготовление этой таблетки. Однако он первый раз видел таблетку с таким сложным процессом изготовления. Даже сами ингредиенты, необходимые для изготовления этой таблетки, нужно было переработать самостоятельно, и это заняло бы большую часть месяца. К счастью, драконьим зайсийские фрукты зрели очень долго, и для достижения зрелости требовалось около 30 тысяч лет.
Ранее он был слишком занят ускорением роста своего золотого молниеносного бамбука и лазурного сдвигающегося плода, тем самым пренебрегая плодами драконьими зайсийскими фруктами, поэтому ему пришлось подождать несколько лет, пока они созреют. Помня об этом, Хань Ли убрал драконьи зайсийские фрукты и протянул руку к одной из ближайших деревянных полок. К нему немедленно полетело около дюжины флаконов и банок. Хань Ли оставался в комнате для изготовления таблеток примерно полмесяца. Покинув комнату для изготовления таблеток, он направился в свою секретную комнату, чтобы укрепить свою новую базу культивации. Конечно, в то же время он начал изучать формацию мечей весеннего рассвета. За это время 4 демонических зверя вернулись, чтобы принести кучу ценных материалов и ингредиентов, и каждый из которых был весьма ценными, но в данный момент большинство из них не были очень полезны для Хань Ли. Дары были, естественно, приняты зверем плачущей души вместо Хань Ли, а 4 демонических зверя не могли проверить подлинность этого Хань Ли, но все равно вели себя чрезвычайно уважительно и еще раз выразили свою благодарность. Следуя инструкциям второй зарождающейся души, зверь плачущей души принял все предметы и проводил 4 демонических зверей. С этого момента Хань Ли не беспокоился о том, что будут делать эти звери. Таким образом, дни шли один за другим, и через несколько лет первая партия драконьих зайсийских фруктов наконец достигла зрелости. Хань Ли вышел из уединения и начал изготавливать большое количество таблеток восходящего дракона. В ходе этого процесса он обнаружил, что не только процесс изготовления таблеток был чрезвычайно трудным, но и шокирующе низок был процент успеха. Даже с его нынешним уровнем мастерства в изготовлении таблеток у него все еще был шанс успеха около 30%. Хань Ли ожидал, что изготовление этих таблеток будет довольно сложной задачей, но он все еще был сильно озадачен столь жалким успехом. Только тогда он понял, что таблетки стадии пространственного закаливания еще труднее изготовить, чем предполагали слухи. Неудивительно, что он никогда не видел, чтобы таблетки такого ранга продавались на аукционах в высшем небесном городе. Скорее всего, мастеры изготовления таблеток едва могли изготовить достаточное количество таблеток для своих нужд, поэтому они, конечно, не собирались их продавать. Хотя непосредственное употребление таблеток для обычных целей культивации, то это не было совершенно неслыханной практикой, но, безусловно, было чрезвычайно редко. Несмотря на то, что Хань Ли чувствовал себя немного подавленным, у него был маленький пузырек, чтобы помочь ему вырастить больше фруктов, а другие используемые ингредиенты не были такими уж драгоценными или редкими, так что это было всего лишь испытанием терпения. Таким образом, время пролетело незаметно, проходя через повторяющийся цикл изготовления таблеток и уединения. 40 лет спустя Хань Ли сидел, скрестив ноги, на земле в секретной комнате своей пещерной резиденции, сжав руки в жесте заклинания. Золотой свет кружился по всему его телу, и он полностью сосредоточился на своей культивации. Внезапно его поразило леденящее кровь ощущение, и он поспешно открыл глаза, вставая на ноги. Похоже, что невероятно могущественный культиватор проник в это место своим духовным чутьем. Неужели это? На лице Хань Ли появилось озадаченное выражение. То, что он был поражен таким всепоглощающим чувством духовного давления, даже несмотря на уровни ограничений, которые он установил за пределами своей пещерной резиденции, ясно указывало на то, что это был культиватор, выходящий далеко за пределы его ранга культивации. Однако зачем культиватору интеграции тела приходить на такой унылый и бесплодный остров, как этот? Неужели это старейшины из расы Тянь-Пен или другие старые монстры из расы летающих духов? Бесчисленные мысли пронеслись в голове Хань Ли, но он колебался лишь на мгновение, а затем открыл каменные двери и вышел из секретной комнаты. Несколько мгновений спустя Хань Ли появился в зале, где на земле была высечена огромная формация. В центре формации находилась каменная платформа, на которой было расположено шестиугольное бронзовое зеркало, излучающее слабый серебряный свет. Это было не что иное, как ограничение 1000 бусин дракона, которое Хань Ли несколько раз модифицировал после освоения талисманов 9 небесных дворцов. Теперь это ограничение могло не только распространяться на территорию в 1000 километров, но и было гораздо более точным, чем в прошлом. Хань Ли шагнул вперед и остановился в центре формации, а затем сделал печать заклинания, позволяя нити лазурного света проникнуть в формацию. Вся формация мгновенно зазвенела, и появились огни разных цветов, а затем одновременно устремились к бронзовому зеркалу. Как только огни исчезли в зеркале, серебряный свет на его поверхности вспыхнул, проецируя серебряный световой экран размером около 10 футов. На световом экране вспыхивали пятнышки разных размеров, и взгляд Хань Ли сразу же привлек 2 самых пронзительных световых пятна в углу серебряного экрана. Что? Их 2. Хань Ли был сильно потрясен, уставившись на 2 точки света, не мигая. Прошло полных 10 минут, но 2 точки оставались неподвижными на световом экране, показывая отсутствие намерения приближаться к пещерной резиденции Хань Ли, но, похоже, тоже не торопился уходить. С каждой минутой Хань Ли был сбит с толку все сильнее. Было совершенно ясно, что эти 2 страшных существа не нацелены на него. Иначе они бы полетели сюда, как только их духовное чутье охватило его пещерную резиденцию. Однако то, что они не уходили,
также говорил о том, что они не просто проходили мимо. Таким образом, Хань Ли был действительно озадачен. Учитывая их уровень культивации, они явно пришли сюда не для того, чтобы поболтать. Кто знал, были эти двое друзьями или врагами. В настоящее время эти двое были всего в нескольких тысячах километров от его пещерной резиденции, и они даже могли напасть на него с такого расстояния. Имея это в виду, Хань Ли сильно забеспокоился. Более того, леденящее кровь ощущение, которое его поразило, когда их духовное чутье охватило это место, было чрезвычайно тревожным, особенно когда он не знал их цели. Он обдумал ситуацию с серьезным выражением лица, а затем посмотрел вниз на формацию под своими ногами и, наконец, принял решение, стиснув зубы. Он указал пальцем на бронзовое зеркало на каменной платформе, и зеркало слегка задрожало, а затем медленно поднялось в воздух и начало излучать пронзительный серебряный свет. В то же время Хань Ли начал что-то повторять, а затем открыл рот, выплюнув шар эссенции крови. Шар эссенции крови взорвался примерно в футе от зеркала, превратившись в облако малинового тумана, окутавшее зеркало внутри. Глава 1532. Раса Цзячи и раса морских монархов. Серебряный свет вспыхнул на поверхности зеркала, мгновенно поглотив кровавый туман. Мерцающее серебряное зеркало мгновенно приобрело ярко-красный оттенок, после чего серебристый световой экран исчез, превратившись в полоску пятицветного света. Вслед за этим произошла невероятная сцена. В тот момент, когда пятицветный свет образовался еще один световой экран, с его поверхности начали испускаться вспышки белого духовного тумана. Туман поднимался и клубился, формируя чрезвычайно четкое изображение. Все на изображении было создано из тумана, и помимо того факта, что они были в несколько раз меньше, чем в реальной жизни, все они были чрезвычайно реалистичными. Хань Ли вгляделся в изображение, и его зрачки резко сузились. Обстановка на изображении была очень знакомой. Это была местность около некой небольшой горы, расположенной совсем близко к краю моря черного адского тумана. На вершине горы рядом друг с другом стояли два существа из разных чужеземных рас. На первый взгляд, эти двое казались довольно похожими на людей. Один из них был высоким, широкоплечим, красивым молодым человеком лет 30 с мерцающим серебряным рогом на голове. У другого существа были темно-красные волосы, доходившие до пояса, с парой мертвых рыбьих глаз и легкой рыбьей чешуей на лице. Это существо было одето в зеленую одежду из шкуры зверя. В данный момент они вдвоем смотрели в море черного адского тумана и что-то обсуждали между собой. Образ, возникший из белого тумана, не мог передавать звук, поэтому Хань Ли не мог слышать, что они говорили. Однако его сердце сразу же ушло в пятки при виде этих двух существ, которые явно были не из расы летающих духов. И если бы они были существами расы летающих духов, то он мог бы предстать перед ними как священный ученик расы Тяньпэн, и они, скорее всего, ничего с ним не сделали бы. Однако сейчас ситуация могла оказаться для Хань Ли гораздо более опасной. В конце концов, у всех этих старых монстров были странные личности, и было бы трагедией, если бы они убили его из прихоти. Однако немедленный побег из этого места мог предупредить этих двух существ и, возможно, в результате даже разозлить их. Пока Хань Ли размышлял, как лучше всего поступить в этой ситуации, молодой человек в белом с единственным серебряным рогом на голове внезапно повернулся к Хань Ли изнутри изображения с многозначительным взглядом, после чего последовал взрыв, из его глаз вырвался пронзительный серебряный свет. Глаза Хань Ли поразила вспышка острой боли, и он поспешно попятился назад, тревожно закрыв глаза. В то же время четкое изображение расплылось и взорвалось во вспышке серебряного света, а затем рассеялось на клубы белого тумана. Хань Ли стоял, как вкопанный, с удивленным выражением лица. Образ, который только что был развеян, он вызвал, насильно активировав способность, которой обладали тысячи бусин дракона. Благодаря использованию этой способности бусины, закопанные в определенной области, могли очень осторожно транслировать ему сцены, разворачивающиеся в этой соседней области. Однако он никогда бы не подумал, что молодой человек в белом владеет таким мощным духовным чутьем, которое позволит ему почти сразу определить, что он делает. Эти двое определенно были существами стадии интеграции тела, и было возможно, что они даже могли оказаться культиваторами на средней или поздней интеграции тела. Видя, что они уже определили, что он делал, должен ли он немедленно уйти отсюда? Хань Ли все еще не чувствовал в себе решительности. Он не питал ложной надежды на то, что эти два существа, возможно, не заметили его. Вместо этого он боялся, что безрассудное бегство с места происшествия может привести к его гибели. Пока Хань Ли боролся с внутренним конфликтом, серебряный свет медленно угас в глазах человека в белом, находившегося за тысячи километров от него. «Ты что-то обнаружили, господин Даосист Мин?» — спросил мужчина с темно-красными волосами. «Кто-то шпионил за нами, используя какие-то ограничения,
но я уже помешал ему. Однако это ограничение довольно интересное, ответил молодой человек в белом с улыбкой, а затем сделал хватательное движение в определенном направлении. Белая бусина, закопанная глубоко в землю, выскочила из земли поблизости и приземлилась в его руках. Он поднес бусину к глазам и внимательно осмотрел ее, изумленно щелкая языком. Не думал, что найду такие замысловатые сокровища для наблюдения в таком месте. Это сокровища крайне низкого ранга, но они чрезвычайно практичны. Даже среди наших рас есть очень мало сокровищ такого рода, это сияющая похвала от тебя, брат Мин. Должно быть, здесь закопано нечто большее, чем одна из этих бусин, верно? Мужчина с малиновыми волосами слегка дрогнул и охватил окружающее пространство своим духовным чутьем. Затем в его глазах вспыхнул духовный свет, и он внезапно исчез на месте. В следующее мгновение он появился где-то очень далеко и сделал хватательное движение. Таким образом, еще одна бусина тысячи дракона вылетела вперед и приземлилась в его руках. Мужчина с темно-красными волосами качнулся и снова исчез, а затем беззвучно появился на прежнем месте. Это действительно довольно уникально, но я чувствую, что твоя похвала не оправдана. У наших двух рас определенно есть лучшие сокровища для наблюдения, холодно хмыкнул мужчина с красными волосами. На его ладони вспыхнул синий свет, и бусина мгновенно застыла, а затем разлетелась на тысячи осколков льда. Не соглашусь, брат Цзянь. Это правда, что у наших рас есть схожие сокровища, и что эти сокровища обладают различными недостатками, но это показывает нам, что мастерство создания инструментов расы летающих духов, кажется, намного превосходит того, о чем ходят слухи. Похоже, что оценка расы летающих духов, сделанная нашими двумя расами, была немного неточной, спокойным голосом ответило одетый в белое существо. В таком случае, почему бы нам не схватить это существо расы летающих духов и допросить его? Предложили красноволосый мужчина со зловещей улыбкой. Забудь, мы здесь для того, чтобы впервые провести встречу с расой летающих духов, а не для того, чтобы объявлять им войну. Мы сможем оценить уровень культивации инструментов расы летающих духов, как только войдем на их основную территорию, так что нет необходимости создавать ненужные проблемы. Вдобавок к этому у этого существа приличный уровень культивации. Если он тесно связан с одним из старых монстров расы летучих духов, то мы выкопаем себе могилу, схватив его. Кроме того, мы наткнулись на неожиданную награду, не так ли? Мужчина в белом бросил взгляд на черный туман вдалеке с жадным взглядом в глазах. Хе-хе, ты прав, брат Мин. Эти существа расы летающих духов, конечно, тратят драгоценный ресурс впустую. Я не могу поверить, что они просто оставили здесь такую ценную истинную духовную инскую ци, и никто не позаботился о ней. Хотя это определенно хорошо для нас, сказал красноволосый с взбудораженным выражением на лице. Обычные существа расы летающих духов могут не обращать на это внимания, но старые монстры расы летающих духов не могут не знать, для чего можно использовать этот туман, поэтому нам следует быть более осторожными. Честно говоря, я действительно не хочу создавать дополнительные проблемы на территории расы летающих духов, нерешительно сказал человек в белом. Ха-ха, ты боишься, что раса летающих духов осмелится напасть на нас, брат Мин? Мы здесь от имени наших двух рас. Эти старые пердуны не осмелятся и пальцем нас тронуть, если они только не хотят, чтобы их раса была стерта с лица мира духов. Даже если мы заберем эту инскую ци подальше от этого места, они не посмеют что-либо с нами сделать, беспечно хмыкнул красноволосый человек. Возможно. Однако я не уверен, повезло нам или нет. Мы обнаружили, что в этой области появился высший небесный духовный меч, но, пройдя весь путь сюда и совершив кровавое жертвоприношение, мы не смогли призвать высшее небесное сокровище. Если бы не тот факт, что верховный жрец нашей расы провел еще один сеанс предсказания, мы бы даже не узнали, что сокровище было доставлено на территорию расы летающих духов. Это довольно странно. Может быть, существа расы летающего духа уже заполучили в свои руки высший небесный духовный меч, опередив нас? Мужчина в белом вздохнул. Скорее всего, так и есть. В противном случае, сокровище забрала одна из меньших рас, а затем отнесла его к расе летающих духов. В любом случае, для нас это не имеет значения, холодно хмыкнул красноволосый человек. На самом деле, это не имеет для нас ни малейшего значения. Нашим расам пришлось израсходовать огромное количество духовных камней, чтобы телепортировать нас на этот континент, который находится по ту сторону океана. Мы не можем допустить, чтобы высший небесный духовный меч попал в Челеба руки. Если бы это было просто обычное небесное сокровище, то мы, скорее всего, просто оставили бы его, но высший небесный духовный меч — одно из 3 самых могущественных высших небесных сокровищ. Такое ценное оружие не может ускользнуть из наших рук. Независимо от того, какая раса на континенте Тянь-Юань откажется отдать нам меч, наши обе расы объединят свои силы для их уничтожения.
Раса летающих духов является относительно мощной на континенте Тянь-Юань, но у них нет шансов против двух наших рас. Телепортировать людей через море довольно просто. В противном случае мы бы просто забрали меч силой. Намек на убийственное намерение промелькнул в глазах человека в белом. Верно. Если ваша раса Дзя-Чи и наша раса морских монархов смогут развернуть даже 10-ю часть наших сил, мы сможем с легкостью уничтожить такую расу, как раса летающих духов. Однако из-за огромного расстояния, разделяющего нас, мы сначала придется прибегнуть к переговорам. Расе летающих духов лучше подчиняется нашим желаниям, иначе красноволосое существо зловеще усмехнулось. Хорошо, поскольку ни один из нас не хочет отказываться от этой истинной духовной инской ци, тогда давай приступим. После этого мы нанесем визит тем старым пердунам из расы летающих духов. Одетый в белое мужчина вздохнул, словно он, наконец, принял решение. «Ха-ха, давай, брат Мин», — хмыкнул красноволосый и внезапно потер руки. Волны синей ряби немедленно распространились по его телу, в мгновение эка расширившись, охватив площадь в несколько сотен акров, почти охватывая все небо. Затем вспыхнул духовный свет, и голубая рябь мгновенно превратилась в синие волны. После этого красноволосое существо открыло рот и выплюнуло блестящую и полупрозрачную тыкву высотой в несколько дюймов, а затем осторожно встряхнуло ее в сторону волн. Вслед за этим последовала череда громких грохочущих взрывов, и окружающие волны начали неистово закружиться вокруг тыквы, поднявшись до нескольких сотен футов в высоту, тем самым полностью окутав красноволосое существо внутри. Мужчина в белом улыбнулся при виде этого и внезапно положить руку на макушку своей головы, после чего оттуда вырвались воющие порывы лазурного ветра. Затем эти ветры резко усилились до нескольких десятков футов всего за несколько мгновений и поднялись в небеса. Изнутри яростных ветров вырвался пронзительный крик, сотрясший небеса, и ветер внезапно стих, как если бы они были хрупкими структурами из папье-маше. В воздухе появилось странное голубое рогатое существо ростом более 1000 футов. На голове у существа был один единственный длинный серебряный рог и полный рот острых клыков. На нем были лазурные доспехи, верхняя часть его была длинной и тонкой, а нижняя — короткой и плотной. В одной руке он держал странный черный клинок, а в другой — лазурный нефритовый пузырек. Глава 1533. Адский пустотный труп. Чудовищное существо подбросило нефритовый флакон в руке в воздух, и шар лазурного света мгновенно появился в воздухе. Вслед за этим появилась проекция, идентичная нефритовому флакону, и после нескольких вспышек она резко увеличилась до размера примерно 100 футов. Изнутри флакона раздался жужжащий звук, после чего отверстие флакона медленно развернулось в направлении моря тумана вдалеке. Почти в тот же момент голубые волны на другой стороне также претерпели резкую трансформацию. Из центра лазурных волн вырвался пронзительный столб света, и вся вода устремилась во все стороны, как водопад. В самом центре волн появилась проекция синей тыквы, не уступавшая по размеру проекции флакона, которая также развернулась в сторону моря черного адского тумана. Затем два существа в унисон сделали печать заклинания руками, и из пузырька вырвался толстый столб лазурного света, в то время из тыквы вырвались вспышки синего света. Оба они мгновенно исчезли в море тумана, заставив его туман резко упасть, безумно устремившись к лазурному и синему свету. Затем черный туман закрутился, формируя два столба тумана, хлынувших на два контейнера с сокровищами. Скорость, с которой два сокровища неслись в тумане, была поистине поразительной. Буквально за считанные секунды лазурным и голубым светом было расчищено огромное пустое пространство, но черный туман быстро снова заполнил это пространство. Однако, казалось, не было предела вместимости двух контейнеров, и они не подавали никаких признаков остановки, поскольку продолжали втягивать все больше и больше черного тумана. Именно в этот момент в воздухе над туманом появилось красноволосое существо с проекцией синей тыквы, молча глядя вниз с холодным выражением лица. Тем временем массивный монстр, вызванный человеком в белом, сидел под проекцией флакона, скрестив ноги с закрытыми глазами. Количество черного тумана, втянутого двумя сокровищами, было невероятным, но и количество черного адского тумана в этом районе, конечно же, не было поводом для насмешек. Два существа продержались 2 дня и 2 ночи, но они поглотили лишь крошечную часть моря черного тумана. Если бы они хотели полностью унести с собой весь черный туман, то на это потребовалось бы минимум месяц или 2. Однако эти два существа, похоже, никуда не торопились и продолжали подстегивать свои два сокровища, словно все время во всем мире принадлежало им. Хань Ли видел, что эти два существа делали с помощью своих бусин 1000 драконов, и ему снова стало не по себе. Эти двое оставались здесь так долго, разве он мог спокойно культивировать? Естественно, было бы лучше, если бы он ушел, пройдя все море тумана, но было бы очень плохо, если бы они обратили на него свое внимание. Однако бегство с места происшествия, вероятно, сопряжено с таким же риском, как и остаться, поэтому Хань Ли воздержался от этого. Несмотря на это,
он все же закончил сбор вещей в своей пещерной резиденции. Помимо 72 ростков золотого молниеносного бамбука, в которых были запечатаны его летающие мечи, все другие важные предметы были спрятаны в его браслете для хранения, что позволило ему немедленно сбежать при первых признаках неприятностей. Днем позже оба чужеземных существа использовали заклинание, чтобы их сокровища увеличились примерно в 2 раза по сравнению с их первоначальными размерами, и скорость, с которой они всасывали туман, также значительно увеличилась. Возможно, они также использовали какие-то другие способности, чтобы усилить 2 сокровища, видя, как дюжина или около того столбов тумана теперь хлынула в сокровища, в отличие от 2 первоначальных столбов. Каждая колонна тумана вращалась, вздымалась в воздухе, тем самым поднимая туман в более широкой области вокруг себя и направляя его к сокровищам. Таким образом, скорость, с которой истощалось море тумана, значительно увеличилась, и туман становился разреженным почти со скоростью, заметной невооруженным глазом. Красноволосое существо усмехнулось при виде этого и повернулось к человеку в белом. «Брат Минь, похоже, мы сможем забрать здесь всю истинную духовную инскую ци примерно через 10 дней». Услышав это, мужчина в белом улыбнулся и уже собирался что-то сказать в ответ, как вдруг его выражение лица слегка изменилось. Сразу после этого из глубины моря тумана раздался разъяренный крик. Как только раздался этот крик, черные столбы тумана, устремившиеся к контейнерам с сокровищами, дрогнули и растворились в череде глухих ударов, как если бы они были поражены какой-то невидимой силой. Даже когда столб лазурного света и волны синего света продолжали пробегать сквозь туман, черный туман оставался совершенно спокойным и отказывался быть взятым. 2 существа переглянулись между собой при виде этого и в глазах друг друга увидели собственное мрачное выражение. В этот момент чудовищный крик в тумане стал громче, словно что-то быстро приближалось к ним из глубины моря тумана. «Это то самое существо?» — машинально спросил красноволосый культиватор. Однако существо в белом, казалось, понимало, что имел в виду его товарищ, и, нахмурившись, ответил, скорее всего, «да». Мне было интересно, почему эти существа Тянь-Пэна не коснулись истинной духовной инской ци здесь, оказалось, что в нем таилось это существо. Они всегда считали истинных духов птичьего типа божественными существами, так что это, скорее всего, оставлено таким же истинным духом, сказал красноволосый мужчина, криво улыбнувшись. Скорее всего, так и есть. Мы еще не знаем, в какое состояние оно превратилось, но если он уже дошел до последней стадии, то мы должны немедленно отступить, вздохнул человек в белом. В самом деле, я не собираюсь нападать на него. В этом случае даже моя душа не сможет перевоплотиться, мрачно вздохнул красноволосый. На этот раз мужчина в белом ничего не ответил. Вместо этого он сделал печать заклинания и указал пальцем на массивную проекцию тыквы. Проекция разбилась с глухим ударом, и изнутри вырвалось пятнышко лазурного света, приземлившись в его руках. Это был не что иное, как лазурный нефритовый пузырек, и он бесследно исчез во вспышке лазурного света. Красноволосое существо также осторожно сделало печать заклинания, и волны внизу исчезли, а массивная тыква мгновенно сжалась до своего первоначального размера и приземлилась в его руках. Затем 2 существа встали бок о бок, молча глядя в море черного тумана. Судя по звуку этого чудовищного крика, то, чего они ждали, казалось, уже было довольно близко, и примерно через 10 минут из моря тумана вырвался порыв яростного ветра. Сразу после этого в мгновение ак появилась белая фигура, оказавшаяся гигантским существом размером в несколько тысяч футов. Пролетая сквозь море тумана, оно разносило неприятный запах, глядя на 2 существ с ледяным блеском в глазах. Это была белая птица-скелет с 9 разными головами. У каждой из голов в глазницах горело жуткое зеленое призрачное пламя, а вокруг ее тела кружились струйки угольно-черной инской ци, придавая птице еще более зловещий вид. «Это останки 9-главой птицы», — воскликнул красноволосый при виде птицы-скелета. К счастью, она все еще находится на 2-й стадии трупной трансформации и пока не превратилась в адского пустотного трупа последней стадии, так что ее можно сравнить с нами 2. Единственная проблема в том, что мы не закончили собирать эту инскую ци. Я не знаю, сколько осталось зловещей ци в этой птице. Если она сохранила более половины своей зловещей ци, то нам, скорее всего, придется отступить, сказал мужчина в белых одеждах спокойным голосом, но в его глазах мелькнул легкий намек на страх. Давай попробуем это выяснить. Ты действительно готов отказаться от истинной духовной инской ци, брат Мин? Спросил красноволосый, стиснув зубы. С серьезным выражением на лице он взглянул на птицу-скелета. Конечно, я не хочу отказываться от неё. Моё искусство культивации нуждается в этом материале для увеличения моей силы. Пускай каждый из нас попробует по одной атаке, чтобы проверить птицу. Если она слишком сильна, мы немедленно отступаем. Мужчина в белом, наконец, принял решение.
Как только его голос затих, одна из огромных голов девятиголовой птицы поднялась вверх и издала пронзительный крик, после чего все 8 других ее голов в унисон раскрыли клювы. С грохотом из каждой из 8 голов одновременно вырвались огненные шары, лопасти ветра, ледяные шипы, молнии и другие атаки с бесчисленным множеством различных атрибутов, затмевая почти все небо. Свирепость ее атаки была поистине поразительной. Однако 2 чужеземных существа внезапно стали намного спокойнее, увидев это. «Я пойду первым», — вызвался красноволосый и сделал печать заклинания, после чего синий свет сразу же начал заливать его тело. Затем он, казалось бы, небрежно указал пальцем на приближающуюся волну атак, и из кончика его пальца вырвалась вспышка синего света. Изначально синий свет был всего лишь тонкой линией, но после того, как он покинул кончик пальца, он сразу же превратился в синий световой барьер, окутавший позади него. Затем красноволосый сделал еще одну печать заклинания, и световой барьер беспорядочно вспыхнул, образуя твердую голубую ледяную стену. В этот момент все приближающиеся атаки, наконец, нанесли удар, врезавшись в голубой ледяной барьер, как проливной дождь. Громкие взрывы, глухие удары и резкие визги одновременно раздались с поверхности ледяной стены. От атак изучался разноцветный духовный свет всех типов, полностью заливая ледяную стену впечатляющим отображением разноцветных огней. Центральная голова скелета птицы издала торжествующий крик при виде этого, но остальные 8 голов продолжали атаковать. Фактически, они атаковали с еще большей свирепостью, словно птица планировала убить обоих своих врагов одним махом. Однако именно в этот момент из-за ледяной стены внезапно раздалось холодное хихиканье, вслед за которым вырвалась вспышка синего света. Синий свет распространялся с невероятной скоростью, в мгновение охватил область радиусом более 1000 футов. Пространство, оставшееся после голубого света, искажалось и расплывалось, и любая атака, вошедшая в эту область, просто беззвучно исчезала. Настойчивое пение красноволосого существа звучало изнутри синего света, и свет резко усилился, контратакуя массивную птицу-скелет. Синий свет распространялся с такой невероятной скоростью, что достиг скелета птицы всего за одно мгновение. Глава 1534. Намерение отступить. Птица-скелет испугалась этим, но осталась невозмутимой, взмахнув своими массивными когтями в сторону приближающегося синего света. Мгновенно появились десятки проекций угольно-черных когтей и устремились вперед, как острые мечи, с грохотом поразив синий свет. Синий свет сразу разошелся трещинами от проекций когтей, производя впечатление, что это была изорванная тряпка. Тем не менее, синий свет вспыхнул синим светом и вернулся в исходное состояние, и все проекции когтей были захвачены синим светом, а затем были запечатаны в кусках синего льда. Затем синий свет пронесся в воздухе над головой скелета и обрушился на птицу с разрушительной силой. Центральная голова скелета издала резкий крик шока и ярости и резко взмахнула 2 своими массивными костлявыми крыльями одновременно. Из ее крыльев вырвались 2 вспышки серой ци, осветив нисходящий синий свет, и в момент столкновения грянул оглушительный взрыв, напоминавший раскаты грома. Затем синий свет стал ярче, быстро поглотив серую ци, а затем трансформировался в ледяные глыбы разного размера, парившие в воздухе. Тем не менее, в результате этого синий свет не смог опускаться дальше, и его сдерживала безжалостная серая ци. Казалось, ситуация была патовой, но внезапно произошел поразительный поворот событий. Скелет птицы издал жуткий крик, и в глыбах льда вспыхнул яркий свет, после чего на их гладких поверхностях внезапно появились бесчисленные дыры. Затем серая ци безумно вырвалась из этих отверстий, мгновенно поглощая ледяные глыбы и превращая их в ничто. Серая ци обладала мощными агрессивными свойствами, и потребовалось всего несколько мгновений, чтобы полностью уничтожить глыбы льда и синий свет наверху. Как и ожидалось, эта девятиголовая птица все еще обладает частью зловещей ци, оставшейся при жизни, но давай посмотрим, сколько ей удалось сохранить. Холодным голосом проговорил красноволосый. Сразу после этого синий свет сильно задрожал и засветил ярче, после чего изнутри вырвались бесчисленные шары синего света. Эти световые шары были размером с кулак и казались практически существенными, и, появившись, сразу же устремились с тревожным визгом к птице-скелету. Птица-скелет уже успела засвидетельствовать силу синего света, поэтому она, естественно, не собиралась совершать ошибку, недооценивая атаки врага снова. Таким образом, ее центральная голова немедленно распахнула клюв, выплюнув поток серой ци. Этот поток серой ци соединился с 2 другими, хлынувшими из его крыльев, и они одновременно устремились к голубым световым шарам. Вслед за этим раздались громкие взрывы. Все шары света превратились в ледяные цветы лотоса и мгновенно были залиты серой ци, прежде чем они смогли что-либо сделать.
Однако казалось, что этим шарам синего света не было ни конца, ни края. Из-за того, что многие из них слишком быстро взрывались, серая ци полностью остановилась и не могла двигаться дальше. Она действительно сохранила довольно много своей зловещей ци. «Позвольте мне тоже попробовать». Изнутри голубого света раздался голос человека в белом, и вслед за этим он сам появился. В этот момент он сделал печать заклинания, и рог на его голове мгновенно удлинился примерно вдвое по сравнению с первоначальной длиной. В то же время массивная чудовищная проекция, которая была вызвана раньше, снова появилась позади него. На роге человека в белом появилась лазурная молния, и он слегка опустил голову, чтобы разжечь дугу молнии в воздухе. В полете молния стала такой же толстой, как большая чаша для риса, и вытянулась более чем на 100 футов. Мужчина покачал головой из стороны в сторону, и массивная молния расплылась и мгновенно разделилась надвое, а затем на 4 части, затем на 8. Бесчисленные дуги этой лазурной молнии мгновенно покрыли половину всего неба, и все они устремились к птице-скелету под взрыв оглушающего грохота. Птица-скелет была поражена этим и немедленно изменила направление, в котором она стреляла своей серой ци, нацелив на дуги лазурной молнии. В тот момент, когда эти двое вошли в контакт друг с другом, большинство дуг молний вспыхнуло, образуя сеть лазурных молний. С раскатом грома лазурные молнии переплелись с серой ци, сводя на нет друг друга, что привело к новому тупику. Спустя несколько мгновений на лице молодого человека появилось странное выражение, и он сделал печать заклинания рукой, послав еще одну дугу молнии, влетевшую из рога на его голове. Произошло все то же самое, и сразу же взорвалось несколько сотен лазурных молний, мгновенно нарушив хрупкое, недавно установившееся равновесие. Новый приток лазурных молний мгновенно оттеснил серую ци, и молния превратилась в молниеносных змеев и питонов, неустанно сеющих хаос в серой ци. При виде этого гигантская птица-скелет одновременно подняла все 9 голов и сразу же раскрыла клювы, взорвав столбы черного света, устремившиеся вперед с большой скоростью. 5 из этих световых столбов устремились к лазурной молнии наверху, а остальные 4 устремились к синему свету внизу. Из световых столбов вырвалась пылающая аура, и дуги молний и волны синего света с легкостью были побеждены этим черным светом. 9 столбов света возникли в мгновение ока перед человеком в белом и красноволосым существом, притавшимся в голубом свете, а затем сразу же пробили их тело. Однако тела этих двух существ исчезли, как только световые столбы коснулись их, словно это были просто проекции. В следующее мгновение пространственные колебания вспыхнули на расстоянии более 1000 футов, и появились 2 человекоподобные фигуры. Это были те же существа, что только что сражались с птицей-скелетом. Человек в белом повернулся к своему спутнику и спросил: «Как думаешь, сколько зловещей ци в ней сохранилось?» «Должно быть меньше половины, около трети», тут же ответил красноволосый. «Я тоже так думаю. Если бы у нее достаточно зловещей ци, чтобы поддержать его, то она не выпустила бы свой духовный божественный свет так рано», размышлял человек в белом. «Значит ли это, что теперь ты собираешься сражаться за истинную духовную инскую ци, брат Мин?» Хихикнул красноволосый. «Раз в останках этой девятиголовой птицы осталось мало зловещей ци, я определенно не стану отказывать от истинной духовной инской ци. Однако меня беспокоит то, что пустотный труп такого ранга способен производить так много истинной духовной инской ци такой высокой степени чистоты», ответил человек в белом, нахмурив брови. «Это действительно довольно подозрительно, но какое это имеет для нас значение, если в этой истинной духовной инской ци нет второго пустотного трупа? Если бы этой инской ци недостаточно, чтобы разделиться между нами, так что мы должны продолжить», усмехнулся красноволосый. Человек в белом на мгновение задумался над словами своего товарища, а затем кивнул в знак согласия. «Ты прав, я просто слишком много думал. Давай сделаем все возможное и убьем эту штуку как можно быстрее. Читаешь мои мысли?» На лице малиноволосого существа сразу же появилось холодное выражение. В этот момент птица-скелет пришла в бешеную ярость, увидев, что ее атака не смогла поразить врагов. Она внезапно рухнула головой в море тумана и издала пронзительный крик, в результате чего весь черный туман в радиусе нескольких километров устремился к ней. Черный туман слился, образуя угольно-черные перья, покрывающие все ее тело, и он устремился к своим противникам с разрушительной силой. Эти два существа были уверены в своей способности выиграть эту битву, но их сердца все равно задрожали при виде этого. Человек в белом немедленно положил руку себе на голову и превратился в огромного монстра в броне. Из его тела мгновенно вспыхнули бесчисленные дуги лазурного света, встречая приближающуюся птицу. Тем временем рыжеволосое существо сделало хватательное движение, и мерцающий золотой трезубец немедленно появился в его руках. Он поднял трезубец в воздух, и на 3 соответствующих концах трезубца появился синий, белый и желтый духовный свет. Его тело также засветилось ярким синим светом, и он внезапно превратился в огромного монстра с головой рыбы и телом человека. Его новое тело быстро увеличилось бесчисленное количество раз вместе с трезубцем в его руке,
и, размахивая своим массивным трезубцем в воздухе, он походил на возвышающегося гиганта. В окружающем пространстве мгновенно вспыхнул духовный свет 3 разных цветов и трансформировался в синие волны, яростные белые ветры и лазурные молнии. Затем он бросил трезубец вперед, вступая в бой. Один за другим раздавались сокрушительные удары, земля яростно дрожала, пока бушевала битва, создавая оглушительную суматоху, которая была слышна даже за тысячи километров. Только если бы Хань Ли был глухим, он не мог бы обнаружить, что происходило за пределами его пещерной резиденции. Он немедленно активировал свою формацию бусин тысячи драконов, что позволило ему стать свидетелем битвы, происходящей возле моря черного тумана. Увидев гигантскую девятиголовую птицу, несущуюся сквозь море черного тумана, Хань Ли невольно вздохнул. Подумать только, такое устрашающее существо таилось в тумане. Ему по-настоящему повезло, что он не побеспокоил его, когда покидал море тумана, когда его только телепортировали из адской реки. Эта птица-скелет была способна сразиться с 2 существами на стадии интеграции тела одновременно, поэтому, если бы он столкнулся с ней в битве, его ждал бы печальный конец. Из-за битвы между 3 существами стадии интеграции тела образовался огромный торнадо и стал стремительно расширяться, взбудораживая море черного тумана под собой. Хань Ли смотрел на битву на световом экране перед собой, и на его лице появилось нерешительное выражение. Он, естественно, мог сказать, что 2 чужеземца одержали верх, и что битва медленно приближалась к его пещерной резиденции. «Я не могу здесь больше оставаться». Независимо от того, повлияет ли их битва на его пещерную резиденцию, это была идеальная возможность сбежать. Иначе, как только битва закончится, станет слишком поздно. Таким образом, Хань Ли мгновенно принял решение и без колебаний метнулся в воздух в виде полоски лазурного света, быстро исчезнув из зала. Спустя несколько мгновений лазурный свет погас, и в саду духовных растений появился Хань Ли. Перед ним стояло несколько рядов саженцев золотых молниеносных бамбуков, и все они были довольно пышными и зрелыми. Глубоко вздохнув, Хань Ли протянуть рукава к этим бамбуковым растениям. Глава 1535. Новые летающие мечи. Из его рукава мгновенно вылетело 72 маленьких меча и исчезло в бамбуковых растениях. Затем Хань Ли сделал печать заклинания, и вслед за этим произошла удивительная сцена. Из всех золотых молниеносных бамбуков грянул раскат грома, и все саженцы мгновенно завяли, превратившись в серо-белый цвет, словно они уже давно были мертвы. Легкий ветерок пронесся мимо, и все растения мгновенно превратились в пыль. На их месте остались 72 лазурных летающих меча, каждый из которых около фута в длину. Все мечи парили в воздухе, мерцая холодным светом. Хань Ли взмахнул рукой, и один из летающих мечей полетел к нему, упав на ладонь. Хань Ли на мгновение осмотрел лазурный летающий меч, а затем резко щелкнул пальцем по плоской части лезвия. Меч сразу же засветился лазурным светом, из него вырвался протяжный драконий рев, в результате чего меч качнулся, извиваясь лазурный змей. Хань Ли приподнял бровь при виде этого, и из его ладони вырвался яркий духовный свет, медленно вводя в него всплески удивительной духовной силы. Меч мгновенно начал беспорядочно вспыхивать лазурным светом, превращаясь в нечёткое лазурное пятно. Хань Ли слегка прищурился и протянул палец к мечу. Однако его палец внезапно прошел сквозь меч, не встретив никаких препятствий, словно летающий меч был просто иллюзией. Хань Ли пришел в восторг от этого и сделал печать заклинания руками, а затем направил свое духовное чутье на все летающие мечи. 72 летающих меча сразу же поднялись в воздух, закружили вокруг и исчезли в его теле. Затем Хань Ли вылетел из сада духовных растений в виде полоски лазурного света, а спустя несколько мгновений он появился у подножия гигантской горы, где находилась его пещерная резиденция. Затем поднялась полоса лазурного света и полетела в противоположном направлении от моря черного адского тумана. Из-за мощного духовного чутья 3 существ в стадии интеграции тела поблизости, Хань Ли не мог принять никаких мер сокрытия, которые позволили бы ему избежать обнаружения. Таким образом, он вообще не пытался скрыть себя, а старался улететь как можно дальше от этого места. Вдалеке мерцали вспышки духовного света под сопровождение грохочущих ударов. Даже если эти 2 чужеземца захотели бы его выследить, в настоящее время они были слишком заняты для этого. Хань Ли решил сбежать сейчас, поскольку это была для него блестящая возможность. Вдалеке человек в белых одеждах, превратившийся в огромного монстра, испускал бесчисленные дуги лазурных молний из своих рук, пытаясь оттеснить приближающуюся птицу-скелет. Внезапно он повернулся в том направлении, куда сбежал Хань Ли, и холодный свет вспыхнул в его глазах. «Не отвлекайся, брат Мин, давай сначала убьем это существо. Если мы приложим немного больше давления, она не выдержит», — сказал его товарищ, хотя он тоже заметил, что Хань Ли бежит с места происшествия. «Мне не нужно, чтобы ты напоминал мне об этом», — холодно хмыкнул рогатый монстр. Из рога монстра грянул раскат грома,
и оттуда вырвалась лазурная молния толщиной с резервуар с водой, во мгновение превратившись в массивный клинок молнии, а затем злобно устремилась к птице-скелету. Птица явно не собиралась отступать, издав резкий крик, и подняла один из когтей. Прямо перед клинком молнии появилась гигантская проекция когтя, окутанная черной ци, и с грохотом врезалась в него. В результате столкновения во все стороны разошлись ударные волны. При виде этого на красноволосом существе появилась зловещая улыбка, и он поднял трезубец в руке, одновременно выстрелив необычайно толстым ледяным копьем, порывом ураганного ветра и молнией белой молнии. Казалось, что битва между этими тремя была в самом разгаре. Изначально Хань Ли летел в том направлении, углубляясь на территорию расы Тяньпен, но после полета почти 100 тысяч километров он внезапно развернулся и улетел глубже в океан. Это была мера предосторожности, чтобы два чужеземных существа не смогли выследить его, если они быстро разберутся с этой птицей-скелетом. Совершив, по сути, финт, Хань Ли, естественно, был в большей безопасности. Несмотря на это, Хань Ли все еще не осмеливался останавливаться ни на мгновение в течение следующих дюжины дней. Вместо этого он изо всех сил улетел глубоко в океан, только убедившись, что эти два существа не собираются его преследовать, вздохнул с облегчением и снова изменил направление. На этот раз он медленно летел параллельно берегу. Стоит сказать, могущественные морские звери и опасности в море были более зловещими, чем на суше. Даже после достижения стадии пространственного закаливания он не собирался уходить глубоко в океан, поскольку знал, насколько опасным может оказаться море. Однако Хань Ли больше не планировал оставаться в зоне, контролируемой расой летающих духов. С одной стороны, он хотел уйти от расы Тяньпен, а с другой стороны, от прибытия двух чужеземных существ в стадии интеграции тела у него появилось дурное предчувствие, тем самым наполнив его решимости покинуть это место как можно скорее. Он собирался и дальше летать по берегу моря, пока не покинет территорию расы летающих духов. Могущественные морские звери из глубин океана не стали бы приближаться к берегу, а большинство существ расы летающего духа ненавидели океан, поэтому было довольно маловероятно, что он встретит здесь кого-либо из них. Таким образом, он сможет избежать многих неприятностей, приняв такой курс действий. Приняв решение, Хань Ли полетел на восток. С его нынешним уровнем культивации, даже несмотря на то, что он летал не на полной скорости, поскольку пытался быть более осторожным в своем путешествии, для него по-прежнему не было проблемой преодолеть миллионы километров за один день. Летя вперед, он вытащил один из своих лазурных летающих мечей и погладил его пальцем с задумчивым выражением лица. Все его лазурные бамбуковые облачные мечи были превращены в сокровища из чистого дерева, и все они стали легкими, как воздух. Более того, введение магической силы могло заставить мечи переходить из материального состояния в легкое. Хань Ли ухватился за рукоять меча и вложил в нее свою магическую силу. Перед ним вспыхнуло огромное пространство лазурного света, напоминая павлина, распустивший свой хвост, но когда он взмахнул рукой, весь лазурный свет мгновенно слился в голубой длинный меч. Скорость, с которой происходили эти переходы, была поразительной, и Хань Ли, естественно, был в восторге от этого. Он несколько раз взмахнул мечом в воздухе и не почувствовал никакого веса или сопротивления, что указывало на то, что его летающие мечи были легкими и острыми до необычайной степени. Теперь он мог использовать эти летающие мечи, чтобы мгновенно убить кого-нибудь по собственному усмотрению, кто был за несколько километров. Внезапно Хань Ли нахмурился. То, что эти летающие мечи стали такими легкими и необычными с точки зрения свойств, несомненно, означало, что их атакующие свойства были не такими жесткими, как в прошлом. Помня об этом, Хань Ли на мгновение помедлил и взмахнул другой рукой, достав другой летающий меч. Два меча промелькнули в воздухе и столкнулись друг с другом во вспышке лазурного света, после чего раздался хрустящий треск. Дерьмо. Хань Ли сильно испугался, и после того, как лазурный свет погас, он был омрачен увиденным. Два летающих меча сломались пополам после столкновения, и их 4 сегмента в настоящее время парили в воздухе перед ним. Его недавно закаленные лазурные бамбуковые облачные мечи оказались даже более хрупкими, чем он боялся. Стоп. Эти лазурные бамбуковые облачные мечи — мои духовные сокровища. Так как я могу оставаться невредимым, несмотря на то, что эти мечи были повреждены? Хань Ли чувствовал себя довольно сбитым с толку и сразу же подбросил 4 части двух летающих мечей в воздух, сделав печать заклинания. Вслед за этим произошла странная сцена. 4 сегмента мечей снова соединились вместе, образуя 2 совершенно невредимых меча. Это способность нематериальной формы. Воскликнул Хань Ли, и его глаза загорелись. Тот факт, что летающие мечи приняли расплывчатую и нечеткую форму, когда он ввел в них свою духовную силу, вызвал у него подозрения по этому поводу, и теперь он смог полностью подтвердить эти подозрения. Это была экстраординарная способность, которая, по слухам, существовала у культиваторов мечей из рода человеческого.
Хань Ли слышал об этом много раз, но никогда не видел летающих мечей, обладающих такой невероятной способностью. Он даже представить себе не мог, что его летающие мечи получат такую способность после его эксперимента по установке мечей. Стоит сказать, что летающие мечи с такой способностью могут принимать совершенно нематериальную форму и возвращаться к своей первоначальной форме даже после того, как они были измельчены в пыль. Таким образом, его летающие мечи были практически неразрушимы, и не нужно было беспокоиться о том, что они будут повреждены, если только он не столкнется с какими-то особенными сокровищами. Конечно, все это было верно только в теории. Каждый раз, когда летающие мечи восстанавливались после того, как были разбиты, они по-прежнему получали небольшой урон, и этот процесс также тратил много магической силы владельца. Если бы они были сломаны слишком много раз или магическая сила владельца иссякла, то даже со способностью нематериальной формы летающие мечи все равно были бы полностью уничтожены. Несмотря на это, Хань Ли все еще был в восторге. Он, наконец, начал понимать, почему пожилой мужчина так критически отнесся к его решению добавить материалы других элементов в его летающие мечи. Летящие мечи этого человека, скорее всего, тоже обладали этой необычной способностью. Однако он не использовал технику взращивания мечей, поэтому ему наверняка потребовалось бы бесчисленное количество лет, чтобы развить эту способность в своих летающих мечах, в отличие от Хань Ли, который смог достичь этого всего за столетие или около того с помощью его золотого молниеносного бамбука и небольшого пузырька. Он открыл рот и выплюнул вспышку лазурного света, и два летающих меча мгновенно уменьшились до менее чем 1/10 своего первоначального размера в лазурном свете, уменьшая их размер примерно до дюйма каждый. Лазурный свет снова ударил в тело Хань Ли вместе с летающим мечом. И если бы он хотел и дальше культивировать свои летающие мечи, чтобы по-настоящему достичь единства с ними, он не смог бы сделать это с помощью каких-либо внешних предметов. Он мог использовать только свою силу, чтобы медленно взращивать их. Таким образом, Хань Ли в приподнятом настроении продолжал летать по воздуху, изучая формацию меча весеннего рассвета. Время шло день за днем, а Хань Ли летел по берегу моря больше полугода. В один день несколько летающих мечей Хань Ли вылетели по его воле, чтобы поразить морского питона, который пытался напасть на него. Внезапно он изменился в лице и перевел взгляд в определенное направление.